Короче, если никто не знает, кто такой Амундсен, мне вообще с ними не о чем говорить даже. Дело это происходило во время самой длинной и самой неудачной экспедиции Роальда Амундсена. Эта экспедиция была ему наказанием и расплатой за открытие Южного полюса, который случился в 1911 году, как мы помним. Тогда Роальд Амундсен выпросил у Нансена его Фрам, знаменитое судно полярное, и собирался отправиться к Северному полюсу, чтобы подтвердить гипотезу Нансена о движении льдов. А на самом деле, когда Амундсен узнал, что Северный полюс уже открыт, он принял решение не повторять этот маршрут чужой, а отправиться к Южному полюсу. Так он и поступил, что стало полным сюрпризом для Нансена, для короля Норвегии, для Стортинга Норвегии. И все это окончилось бы, конечно, жутким скандалом, но Амундсен вышел из этой истории победителем, прославил Норвегию на весь мир, поэтому, конечно, все это сошло ему с рук. Но Фритьюф Нансен в своей лекции в географическом обществе и вообще во всех своих выступлениях по поводу этого события отмечал, что Роальд Амундсен великий человек, и он человек слова. Поэтому, конечно, теперь, как только он вернется с Южного полюса, он сразу же начнет готовиться к экспедиции к Северному полюсу, которая была давным-давно запланирована. Нансен на этом настаивал, и Амундсен, конечно, не мог отказаться. На его счастье произошла на несколько лет такая отсрочка. Во-первых, потому что Амундсен угробил Фрам в южных морях. Фрам уже был непригоден к тяжелым плаваниям. Во-вторых, потому что началась Первая мировая война. Во время Первой мировой войны многие норвежцы неплохо подзаработали, в том числе Амундсен, и на эти деньги он стал строить себе собственное полярное судно, назвал его Мод в честь королевы Норвегии. И в 1918 году, не дожидаясь полного завершения Первой мировой войны, Мод вышла из гавани и отправилась в арктические моря. Собственно, сначала Мод должна была достичь начальной точки своего путешествия – Берингового пролива. Нансен в свое время дошел за одну навигацию до Новосибирских островов. И там вморозил Фрам в лед, и уже судно стало двигаться в противоположном направлении, на северо-запад. А Амундсену нужно было добраться аж до Берингового пролива. И из-за особенностей ледовой обстановки все это затянулось аж на 3 зимы. И вот идет зима 1920-21 годов. Амундсен наконец-таки добрался почти до Берингового пролива. Мод стоит у мыса Сердце Камень и ждет окончания полярной ночи, чтобы наконец уже начать только эту экспедицию. И вот за все эти годы, конечно, некоторые члены команды не выдерживали и просились на берег. Благо было недалеко, и можно было по льду добраться до материка. Итак, заметная часть команды оставила судно. И Амундсен был вынужден нанимать чукчей, которые прекрасно справлялись с обязанностями матросов, платить им надо было меньше, так что всем было очень хорошо и удобно. И вот одним из этих чукчей был некто Кокот. Кокот был из морских чукчей. Чукчи бывают оленные и морские, которые живут охотой на морского зверя. Кокот был очень бедный, он был вдовец, и у него не было ничего, кроме малолетней дочери, лет 4, которую он оставил в семейной яранге и вот пошел добывать себе хлеб насущный, нанявшись к норвежцам. Однажды он пошел проведать свою дочку и увидел ее в бедственном положении, вынужден был забрать ее с собой. И вот он принес на корабль этот меховой сверток. Амундсен попросил принести и показать, что это такое. И когда развернул этот мех, он увидел крайне истощенного голого ребенка, покрытого вшами, экземой, лохматого с колтунами на голове. В общем, жалком виде эту бедную девочку. И Амундсен согласился оставить ее и взялся о ней заботиться. И тогда на Мод появился новый вид дежурства. Каждый день кто-то из членов команды должен был отмывать этого ребенка и обрабатывать раны. Очень быстро девочка оправилась, отъелась, повеселела и стала целыми днями носиться по судну и помогать то здесь, то там, чем очень веселила матросов и других членов команды. Вскоре все ее полюбили. И хотя сам этот Кокот тоже жил
и работал на МОД, жила она в каюте Амундсена, который привязался к ней как к родной дочери. Вообще, эта девочка, которую прозвали Коконитой, потому что ее имя никто не мог выговорить, а сокращенно Нитой, эта девочка обладала каким-то удивительным магнетизмом. При том, что она была с европейской точки зрения очень некрасива, в нее влюблялись просто все люди, все семьи, с которыми она встречалась в своей жизни, а их было немало. Вот что писал о ней сам Амундсен в дневнике. Она забавный маленький ребенок, жутко некрасивый, ужасно непослушный, но безумно смешной. Одна из серьезных опасностей длительных экспедиций – скука. Представьте себе, каково это 5, например, месяцев полярной ночи находиться в замкнутом коллективе на одном и том же судне с монотонным пейзажем вокруг, еще и темно, и судно ваше стоит на месте, никуда не движется. То есть хозяйственных забот не так уж много, времени свободного полно. Чтобы не сойти с ума, люди придумывали себе развлечения. Чего только они не выдумывали. Об этом я собираюсь записать отдельный ролик. Если вы это поддерживаете, напишите в комментариях. Устраивали соревнования спортивные с призами. Всякие метания, там, дартс на лыжах туда-обратно. Конечно, отмечали все праздники, национальные, международные, какие угодно. Ставили спектакли, очень много читали, брали с собой целые библиотеки. Писали вот такие пространные дневники, времени было сколько угодно. И очень важно было общение с какими-то другими людьми. Обычно, если повезло, и где-то рядом были селения, становища, стойбища местных жителей, то этим всегда пользовались. И ездили в гости там, к инуитам, и к якутам, или к чукчам. И тех приглашали к себе, обменивались разными товарами, изучали языки друг друга, что это было и полезно, и забавно. Мысль привезти в Норвегию ребенка местного племени возникала у Амундсена еще во время его путешествия по северо-западному, во время экспедиции по северо-западному проходу на Йоа в 1903-1905 годах, когда команда очень плотно сотрудничала с инуитами местными. И тогда на Йоа побывало немало разных детей, которые кто-то лучше, кто-то хуже приживался. Но, в общем, с теплотой Амундсен писал только об одном юноше 17 лет по имени Манирачча. Его отец отпустил с норвежцами за напильник и нож. И этот парень очень хорошо прижился. Он стал носить норвежскую одежду, он стал учить язык, зимовал вместе с норвежцами и выполнял всякую там черную работу и помогал. И, в общем, Амундсен уже лелеял мечту привезти его в Норвегию и отдать в какое-то обучение, чтобы посмотреть, что из него выйдет. И, к сожалению, за несколько дней до окончания этого плавания Мани, как его все звали, отправился на охоту в какое-то разводье, видимо, попал в бурю и утонул, он не вернулся. Кстати, все арктические охотники на морского зверя, они все не умеют плавать. Поэтому, как только они падают за борт, то участь их решена. Почему они не умеют плавать, тоже легко догадаться. Во-первых, там не такая теплая водичка, чтобы было желание купаться и вообще научиться плавать. И она настолько холодная, что уже через несколько минут человек просто погибает от сердечного приступа в такой холодной воде. И вот спустя 16 лет судьба подарила Амундсену второй шанс. Вероятно, это был сердечный порыв, а не какой-то строгий расчет взять с собой эту маленькую девочку. То есть Кокота как-то не очень уже и спрашивали, да ему и некуда было отвезти эту девочку, не было никаких ресурсов, чтобы ее воспитывать, и кормить, содержать. Поэтому Амундсен решил, что он удочерит ее. Эта Коконита была не только предметом его забот и любви, но также и объектом фотографирования. Ее очень часто фотографировали и снимали на кинокамеру. Дело в том, что фотографии из экспедиции – это товар. И Коконита была просто сенсационной моделью. Все, что было сфотографировано, написано, добыто в экспедиции, стоило денег. Денег, которые нужны были на следующей экспедиции. Поэтому Амундсен
но также получал и какую-то свою выгоду от того, что у него на судне появился такой вот диковинный персонаж. Наступала весна, наступал полярный день, и вот однажды Оскар Вистинг по поручению Руаля Амундсена отправился на мыс Дежнева в дом торговца Чарли Карпендейла. Этот австралиец был женат на чукотской женщине, и у него была большая семья, 9 детей. И вот об одной из девочек, которую назвали Камиллой, и был сговор между Амундсеном и Карпендейлом. И вот Оскар Вистинг приехал за ней, забрал ее и увез к мысу Сердце Камень. Эта девочка, 11 лет, хорошо одетая и очень симпатичная, появилась в апреле на МОД. Она должна была стать подружкой, компаньонкой Ниты и отправиться вместе с ней в Норвегию, чтобы учиться в школе. Откуда на мысе Дежнева появился австралиец, спросите вы? Почему это он там жил и занимался торговлей? Дело в том, что до Чукотки руки царского правительства не доходили. И поэтому там селились и австралийцы, и американцы, и норвежцы, и эстонцы, часто в единственном числе. То есть это были частные торговцы или представители каких-то компаний. Ну, то есть не то, что целое селение австралийцев там были. Нет, отдельные смельчаки только там селились и вели торговлю с чукчами. И дело доходило до того, что чукчей, понимавших английский язык, было больше, чем тех, кто понимал русский. К концу XIX века гайки стали закручивать потихоньку, и все иностранцы вынуждены были принять российское гражданство, если они хотели там постоянно жить. Этого добивались разными способами, вплоть до подделки документов, но многие женились на местных женщинах. Как поступил и Чарли Карпендейл. Он живился на чукчанке. Но, по свидетельствам даже Амундсена, они действительно любили друг друга, жили душа в душу, у них была прекрасная семья. А вот в годы описываемых событий ситуация была очень неопределенная, потому что Чукотка тогда была в зоне влияния Дальневосточной республики, в которую входило Забайкалье и Дальний Восток. То есть кому они принадлежали, было не очень понятно, нормальных границ не было, поэтому Берингов пролив буквально кишел суднами из Америки, которые ходили туда-сюда, и в таможне отмечались далеко не каждая из них. Но уже к 1922 году Чукотка вошла в состав РСФСР, и там уже в ближайшие годы появилась нормальная граница, и всех иностранцев, хоть они имели российское гражданство, стали вынуждать уехать. Их, в общем-то, выдавливали просто с территории Российской Федерации. Но не будем забегать вперед и вернемся на МОД. Амундсен так писал о ее участи. Камилле, я думаю, дать такое образование, чтобы лет через 5, когда она вернется домой, она умела помочь своим соплеменникам. В первую очередь необходима чистоплотность и понимание. Она очень смышленная, без труда всему выучится. Вторая, как Анита, моя собственная малышка. На всем свете не сыскать девочки прелестней. Она для меня совершенно как родная дочка и домой никогда не вернется. В подтверждение своих намерений Амундсен дал Коканите свою фамилию на словах. Правда, на словах. Ее стали называть Коканита Амундсен. А Камилла, между прочим, это тоже не настоящее имя, но наиболее созвучное чукотскому имени этой девочки. И вот Камилла Карпендейл и Коканита Амундсен вместе с Руалем Амундсеном должны были отправиться сначала на Аляску, а потом еще дальше. Почему родители отпустили Камиллу? Понятно, что Коканита была дочь бедного отца. Понятно, что там Джейми Баттона тоже за перламутровую пуговицу родители отпустили. Понятно почему. Почему Манирачу отпустил его отец Инуит за ножик с напильником? Но с Камиллой другая история. Ее отец был местным богачом. И семья была очень дружная. Мать и отец очень любили друг друга. И они вовсе не пытались избавиться от своей дочери. Наоборот, они дарили ей привилегию получить европейское образование и увидеть мир. Только поэтому они отпустили ее, не имея никакой выгоды от этого, желая только добра своей дочери.
Вообще, вот эта традиция отдавать детей в другие семьи, она существовала и в Европе, и в Америке. Это делалось для того, чтобы у ребенка были лучшие перспективы. Например, если вы живете в усадьбе, ну там в своей деревне, и видите, что мальчик ваш или девочка талантливый и способный, ну чаще мальчик, конечно, там в XIX веке, то было принято в подростковом возрасте отправлять детей в город, в столицы или в большие города к родственникам, чтобы они там входили в общество, чтобы они привыкали к какой-то столичной жизни, готовились получить образование серьезное. Даже сам вот Фритьёф Нансен, например, так поступил с одним из своих сыновей, когда умерла его жена Ева, а сам он был постоянно в разъездах по делам Лиги наций. Он своего сына отдал в семью друга, которому он очень доверял, и мальчик рос там вместе с детьми, с другими детьми этой семьи, с родными. И, конечно, он скучал по своим родителям, но он получал то, что было ему нужно для дальнейшей жизни. Потому что в этом возрасте, в подростковом, детям уже недостаточно заботы няни, им уже нужно именно воспитание. А в 20 веке практика изъятия детей из семей колонизированных народов широко распространилась в разных странах. Например, Дания в 1950-е годы массово вывозила инуитских детей, сирот или имевших одного родителя из Гренландии, с согласия этого одного родителя, правда. Целью было дать им образование хорошее и вернуть обратно на родину, чтобы они там помогали своим соотечественникам. Это далеко не всегда заканчивалось благополучно, потому что многие дети забывали инуитский язык и уже не могли ассимилироваться в Гренландии. Кто-то не хотел ехать обратно и оставались в Дании, многие из них спивались. Но какая-то часть этих ребят действительно возвращались в Гренландию и приносили какую-то пользу государству. В Австралии у аборигенов просто отнимали детей даже из вполне благополучных семей и насильно помещали их в интернаты и детские дома. Сейчас этих детей, выросших уже, называют украденные поколения. Нельзя, конечно, не вспомнить и интернаты для детей коренных народов Севера в СССР. Конечно, эти дети жили в тепле, они кушали более разнообразную еду, они учились в школе, но одновременно они, конечно, забывали родной язык, они утрачивали культуру, они утрачивали способы выживания в этих тяжелых условиях и вообще сам смысл жизни на этой земле. Сейчас уже правительства всех стран, и Дании, и Австралии, и вообще всех, которые так поступали, уже попросили извинения у поколений этих детей, выросших без родителей, и признали эту практику порочной. В нашей стране, к сожалению, пока этого не произошло, и до сих пор многие люди считают, что это было правильно. Однако сейчас мы видим утрату культуры и языка очень многих коренных народов, в том числе и народов Севера. Но вернемся на МОД. За 3 года Амундсен, конечно, понял, что он уже опасно отстает от темпа арктических исследований, что он уже почти выглядит смешным на своем деревянном кораблике, бог знает где затерянный, что о нем уже все забыли, и он начинает планировать экспедицию по воздуху. Сначала на аэропланах, а потом уже и на дирижаблях, как мы знаем. Он понимает, что денег ему на новую экспедицию Стортинг не даст, потому что он еще не завершил эту экспедицию, а денег потрачено немало. И тогда Амундсен решил замаскировать свою новую экспедицию под рекогносцировочные полеты для МОД. И якобы для этого ему и нужны аэропланы. Ну, это не было совсем неправдой, потому что изначально он так и планировал делать. Он хотел взять на МОД аэроплан, чтобы совершать вылеты, разведывать ледовую обстановку. Но Амундсен подарил этот аэроплан норвежскому правительству, когда началась Первая мировая война. И вот теперь он решил попросить денег на 2 аэроплана. Тем временем МОД за 3 навигации уже порядком поистрепалась, нужно было ее ремонтировать, то есть отвезти ее в док Сиэтла. Пользуясь этим, Амундсен с 2 девочками раньше покинул МОД, пересек Берингов пролив и оказался в городе Ном на Аляске. Этот город сообщался с Сиэтлом единственным пароходом под названием «Виктория».
И вот эти две чукотские девочки, которые кроме Чукотки ничего в своей жизни никогда не видели, вдруг оказались в этом номе. Во-первых, они еще впервые на большом корабле оказались, на большом пароходе, потом в этом доме, потом они еще приехали в Сиэтл. Это вообще что-то колоссальное. Там были уже небоскребы, там были трамваи, там были толпы людей, и все это было для детей впервые. В Сиэтле, конечно, девочки, которых называли газетчики маленькие раритеты или эскимоски Амундсена, ну всем было наплевать, что они чукчи, всех называли эскимосами тогда. Конечно, это была сенсация. Журналисты ходили за ними толпами, снимали их и на кинокамеру, и на фото, и каждый день в газетах были репортажи о том, куда они пошли, в какой магазин, куда Амундсен их отправил, там, повел в зоопарк. В общем, все это шаг за шагом отслеживалось. И Амундсен стал, конечно, самым популярным человеком в Сиэтле. Норвежская диаспора приняла его с распростертыми объятиями, и он уже через несколько дней был вхож в самые богатые дома. Амундсену-то нужно было дела свои делать. Как только они приехали в Сиэтл, Нита заболела, и несколько дней она не вставала с постели, и журналисты не могли из нее слова выбить. А вот на Камилу они набросились всей толпой. И однажды придумали отправить ее на прогулку по городу с журналисткой, ну, чтобы зафиксировать реакцию этой маленькой дикарки на всякие блага цивилизации, по всей видимости, чтобы сделать такой вот любопытный репортаж. И целый день журналистка с Камилой ходили в кино, покупали сладости, в какие-то магазины, но газеты не получили того, чего ожидали. Не было ни какой-то дикой радости, ни безудержного любопытства, ни страха, ничего этого не было. Камилла вела себя очень сдержанно и с большим достоинством, чего от нее меньше всего ожидали, ведь ей было всего 11 лет. Потом поправилась Нита, и она стала любимицей публики, потому что была очень непосредственная и забавная. Роальд Амундсен, несмотря на то, что он довольно много времени проводил с девочками, все-таки должен был заниматься ремонтом мод, он должен был добывать деньги, он должен был распланировать покупку и доставку с восточного берега на западный берег США своих аэропланов. У него появился новый деловой партнер, датчанин Хокенхаймер, который доведет его вскоре до банкротства. Но пока никто этого не знает, все очень дружат. И Амундсену нужна удобная квартира и офис в деловом квартале города. Девочек же он селит отдельно. Один из его новых богатых знакомых предоставляет им виллу. И они живут отдельно от Амундсена. Но кто же за ними присматривает? На мод за ними присматривали все понемножку, члены команды. А здесь никого нет. Амундсен нашел выход из положения. Он подумал об этом заранее. И якобы для того, чтобы доставить удовольствие своему верному капитану Оскару Вистингу, он буквально выписал из Норвегии его жену. Сделал ему такой подарок к Рождеству. Как вы понимаете, после нескольких лет плавания увидеться с родной женой было очень приятно. И вот на эту Луизу Вистинг повесили, так сказать, всю заботу о девочках. Вот с этого момента начинается игра в пинг-понг. С тех пор девчонок постоянно перебрасывают от одних взрослых к другим, они привыкают то к этим, то к тем, и все постоянно меняются. После рождественских праздников, когда девочкам подарили много подарков, уже в январе, то есть спустя почти ровно год после того, как Амундсен впервые увидел Ниту, и спустя 9 месяцев, как он познакомился с Камилой, девочки в сопровождении Луизы Вистинг и вместе с Амундсеном сели в поезд и отправились через всю Америку в Нью-Йорк. В Нью-Йорке им суждено было расстаться. Но несколько дней они жили в самом большом отеле города в Пенсильвании, в самом-самом просторном номере. Журналисты и там осаждали их. Две самых крупных газеты, Нью-Йорк Трибьюн и Нью-Йорк Херальд, каждый день печатали репортажи, опять же, о них. Не то чтобы это были первые представители коренных северных народов, которые вдруг объявились в Нью-Йорке, до этого там были инуиты, это отдельная история. Но эти девочки были необычными, потому что это были эскимоски Амундсена. Они жили роскошной жизнью и были персонажами светской хроники, а не только какими-то экзотическими
северными такими, эскимосками так называемыми. Поэтому охота на них велась просто бешеная. Как дети выдерживали это психологически, я представить себе не могу. Может быть, только потому, что они все-таки были вместе. Тут еще надо учесть, что они находились в неоднородной языковой среде, им было трудно. Потому что ведь, наверное, Камила знала немножко английский, потому что папа у нее австралиец, а Нита, конечно, говорила только по-норвежски, и то еле-еле. В Сиэтле она начала немножко по-английски говорить, и получалась такая смесь из чукотских слов, норвежских и английских, что было, конечно, нелегко. Но вскоре наступил день, когда вся эта суета закончилась, и Амундсен проводил девочек вместе с Луизой Вистинг на пристань, где они сели на самый большой пароход Ставангерфьорд. Это был такой большой пассажирский пароход, ходивший между Нью-Йорком и Норвегией. И отправились в Норвегию. Ну, там опять уже, сколько можно повторять, но опять их ждали журналисты, опять они перевирали факты, перевирали их имена, но все это было неважно, потому что Амундсен был опять снова. Амундсен был снова у всех на устах, о нем уже начали забывать, а тут вдруг, понимаете, это была сенсация. Даже в Нью-Йорке, где было полно знаменитостей, Амундсен стал человеком номер один на эти несколько дней благодаря девочкам, потому что именно они привлекали к нему особое внимание. В Норвегии же все еще и превозносили благородство Амундсена. Ну, придумывали разные истории, что он удочерил обеих девочек, другие писали, что никого не удочерил, что они обе несчастные, были найдены им голодные, одинокие где-то, и вот он их спас от смерти. В общем, придумывали истории одна драматичнее другой. А девочкам, кстати, шили специально шубки из тюленьих шкур, якобы, ну, такие квази-чукотские, в которых они позировали везде. И в Сиэтле, и в Нью-Йорке, и вот теперь в Христиании. Они уже привыкли, привязались к Луизе Вистинг, как им нужно было с ней расставаться. И Нита даже плакала, о чем писала Луиза. Да и сама она тоже расстроилась, потому что очень привязалась к детям. Но теперь о них нужно было заботиться уже Леону Амундсену, это тому самому брату Амундсена, который вел все его дела до тех пор, пока их не захватил тот вот датчанин Хокон Хаммер и довел потом дело до катастрофы. И вот этот бедный Леон со своей женой, у которых были свои дети, приняли в свою семью еще этих двух девочек и должны были заботиться об их здоровье. Анита часто болела, и Камила тоже. Об их образовании, об их воспитании, вот это вот все. Но Амундсен регулярно присылал немаленькие суммы денег на их содержание. И вот тут у детей началась наконец нормальная жизнь. Во-первых, прекратилась эта бесконечная гонка, они жили в усадьбе, они в большом городе, было мало людей, всех они знали, все их любили, обращались с ними очень хорошо, и они впервые после того, как уехали с Чукотки, впервые были снова в контакте с природой. Там был лес, и у них была свобода гулять в лесу. В школу они ходили через день. И, кстати, интересно, что юридические отношения Амундсена с этими детьми были никак не оформлены. Вообще никак. То есть он их провез через полмира без документов. Ну, видимо, он сам Руаль Амундсен, все его знают, ну, а это со мной. И по законам Норвегии единственное, что он был обязан сделать, отдать их в школу, потому что уже вышел закон о всеобщем школьном образовании. И больше никаких обязательств. То есть такие вещи, как лишение родительских прав, в те годы происходили почти всегда с саамскими семьями, которые кочевали и не имели возможности детей в школу отдавать. Вот их лишали родительских прав, забирали детей, отправляли в интернат. А, конечно, с Амундсеном такого случиться никак не могло. Дети, на удивление, прекрасно учились. И Нита, и Камила учились очень хорошо. Они быстро осваивали всю школьную программу. Учительница ставила им хорошие отметки, сохранились их тетрадки. И они писали Амундсену письма. И по этим письмам он мог судить, насколько они освоили чистописание и правописание норвежского языка. Через год жизни в Норвегии девочек покрестили. Без этого никак нельзя. То есть и имена, и язык, и религия, все остается как полагается. В то время, когда девочки уже жили в Норвегии, в 1922 году вышел первый
документально-постановочный, так называемый антропологический фильм «Нанук с севера» Роберта Флаерти. Это эпохальное событие. До сих пор существует даже фестиваль документального кино Флаертиана. То есть это была просто разорвавшаяся бомба. Не отставал и Руаль Наш Амундсен. И в январе 1923 года в Христиании состоялась премьера его документального фильма «Часового». Первый год экспедиции Руаля Амундсена к Северному полюсу. Первый, потому что это был первый год, когда они двигались в правильном направлении, наконец. То есть не с запада на восток, а уже с востока на северо-запад. И вот в Христиании это было огромным событием. Пригласили короля на премьеру и пригласили, конечно, Ниту с Камиллой. Они сидели неподалеку от короля, и на большом экране они увидели вдруг и этого Кокота, папу Ниты, и всю семью Карпендейл, и всю их жизнь на Чукотке, и как они это воспринимали, как реагировали, как они вообще ощущали себя, когда пол зрительного зала косились на них, а не на экран, потому что всем было интересно, что же они чувствуют, как же они будут реагировать. Но и это испытание девочки прошли с честью. Не было никаких слез, никаких истерик. Ну, вот посмотрели кино про своих родственников. И ничего. Сам Амундсен появился только в ноябре 1923 года, спустя 1,5 года после того, как девочки с ним расстались. И проводил с ними много времени. Потом обе они это с благодарностью вспоминали. Но к этому времени Леон Амундсен со своей семьей, с детьми со своими и с женой, решил уехать во Францию. Они вообще периодически там жили во Франции. И девочки опять остались без присмотра. Тогда было принято решение, что Хокон Хаммер, который в это время был в Норвегии, заберет их в Данию и там устроит в хороший интернат. Что и было сделано. И вот девочек сорвали с места и отправили в Данию, в очень действительно хороший интернат, где им уже приходилось продолжать учение на датском языке. И с января по июнь 1924 года там они и учились. К сожалению, к лету этого года Амундсен уже окончательно поссорился с Леоном и был объявлен банкротом. Платить за этот интернат было ему нечем, поэтому детей забрали оттуда и вернули в Норвегию. Понятно было, что эксперименту приходит конец, у Амундсена нет денег их содержать, больше никто их содержать совершенно не обязан, ни норвежское государство, ни кто другой, никакие меценаты, поэтому, конечно, они отправятся на Чукотку. Но как организовать их возвращение? Это тоже непростая задача. Сначала их отправили к Луизе Вистинг, муж, который все еще был на МОД и долго еще там был, в общей сложности 7 лет. А она любила девочек и на несколько месяцев приютила их у себя в усадьбе. А потом Руаль Амундсен придумал, что его другой брат Густав должен будет взять на себя организацию перевозки девочек из Норвегии на Чукотку. И тот ничего лучше не придумал, как 2 девочек 7 и 14 лет отправить на грузовом судне, одних без сопровождения, зимой в Сан-Франциско, через Панамский канал, видимо. И вот 4 декабря, когда они как раз отправились в это нелегкое путешествие, Амундсен давал интервью одному норвежскому журналисту и писал, что да, это был эксперимент, очень важный, потому что нужно доказать людям, которые считают, что чукчи и там, другие коренные народы Севера не способны к образованию, что их развитие возможно только до какого-то предела, вот доказать им, что нет, ведь если быть честными, никто же и не пытался дать им возможность получить образование. Вот я дал им такую возможность, посмотрите, какой потрясающий результат. Буквально он говорит следующее. Никто никогда не принимал эскимосов и не давал им понять, что они равные нам люди, существа того же происхождения и с той же судьбой, что и обожествленные белые люди. К слову сказать, в способности к обучению чукчам отказывал Харальд Свердруп. Это океанограф, который был в экспедиции на МОД. И вот, наверное, ему, в частности, Амундсен пытался что-то доказать. Спустя некоторое время эти способные чукотские девочки оказались у берегов Сан-Франциско. Тут выяснилось, что поскольку они путешествуют без документов по-прежнему,
на берег им сойти не так-то просто. И пришлось подключать норвежского консула, чтобы им разрешили высадиться в Сан-Франциско. Во-первых, США ужесточили миграционную политику и уже не принимали всех желающих. А во-вторых, еще и документов нет у детей. Они несовершеннолетние. Но худо-бедно выхлопотали им возможность сойти на землю. Там, куда их деть? Отправили их в детский дом, который был достаточно известным вообще-то, потому что туда отправляли многих иммигрантских детей. Там девочкам категорически не понравилось. После датского элитного пансиона, видимо, там было не сладко. Поскольку они, повторяю, были не просто девочки какие-то, а эскимоски Амундсена, им пошли навстречу, и их взял к себе жить домой один капитан норвежского происхождения. Ну вот они жили сначала у него, потом он их переселил к своей дочери, жили у дочери на вилле. Наконец, тем временем, значит, все это время Амундсен находится тоже в Америке. Он ездит с лекциями, пытается деньги заработать, чтобы отдать долги. И он находится в Нью-Йорке. Постоянно связывается с консулом и просит выделить деньги на то, чтобы девочки ехали дальше. Наконец, видимо, что-то у него получается, и Камиллу с Нитой сажают на поезд и отправляют в Сиэтл. Потом из Сиэтла на этой самой Виктории они отправляются в Ном. Все это по чужим людям. Они где-то там едят вообще, где они ночуют, я не представляю. В Номе они жили в миссионерской семье несколько месяцев. Надо же было организовать их отправку на Чукотку. А тем временем Чукотка уже перестала быть какой-то сомнительно непонятно чьей территорией, а стала прямо частью РСФСР, СССР, и там появилась нормальная граница, и СССР закрыл въезд всем иностранцам, уж тем более без документов. И вот дети живут в Номе, потом их отправляют еще в маленький городок Тин-Сити, еще ближе к границе, и там одна добрая женщина, у которой они жили, переписывается одновременно с норвежским консулом и с отцом Камиллы, с Карпендейлом, чтобы как-то скоординировать и отправку девочек на Чукотку. Да, вот в Номе, пока они несколько месяцев жили в миссионерской семье, их там совершенно случайно встретил один журналист из норвежской газеты, который возвращался с МОД. МОД движется туда на запад, и вот журналист добрался туда, сделал там репортаж и возвращался обратно. И вот в Номе он вдруг встречает этих двух девочек, и он написал в своей статье для детского приложения газеты. Маленькая Нита не так уж интересовалась большими городами, которые она видела. Она хотела, по ее словам, снова вернуться домой, в Норвегию. В больших городах слишком много людей, а Норвегия была лучшим местом, которое она знала. И Нита расплакалась, по ее щекам потекли слезы. И Камилла и Нита всю оставшуюся жизнь считали своей родиной Норвегию, очень любили эту землю. Но вернуться туда им было не суждено. И вот потом, как я уже говорила, они очутились в крохотном городке Тин-Сити у Катинки Кристенсен, которая, спасибо этой доброй женщине, наконец смогла организовать их отправку на Чукотку. А в конце концов, вероятно, сделали это нелегально, потому что документов им так и не выправили. И вот давайте представим их полный маршрут. 1921 год. Мыс Сердце Камень, мыс Дежнева, потом Аляска, Ном, Сиэтл. 22 год они переезжают в Нью-Йорк, потом в Норвегию Ураниенбург. В 23 году они все еще там, а в 24 они уже в Дании. Потом из Дании отправляются в Сан-Франциско. И, наконец, в 1925 году из Сан-Франциско в Сиэтл, из Сиэтла в Ном, и снова в Тин-Сити, и снова на мыс Дежнева. Итак, Камилла и Нита оказались в СССР. Чарли Карпендейл вообще-то узнал об их возвращении только от этой Катинки. Амундсен его ни о чем не предупреждал. Ните было некуда возвращаться. Она по возвращении встретилась со своим отцом, но, во-первых, она забыла чукотский язык совершенно. Во-вторых, Кокоту некуда было ее взять. И Нита отказалась с ним идти. Карпендейлу ничего не оставалось, как забрать ее в свою семью 10-м ребенком. В письме Амундсену Карпендейл пишет: «Камилла сказала, что ты наказал ей быть с Нитой. Поскольку я не слышал от тебя ни слова, я оставил Ниту у себя, так как, думаю, ты бы этого хотел, да и ничего другого не оставалось.
Я никогда не поверю, пока ты не напишешь мне прямо, что, приучив маленькую Ниту к образу жизни белого человека, к его пище, к его обычаям и прочему, ты когда-нибудь думал, что я должен оставить ее, вернуть ее к голоду и экземе. Ну, оставить в смысле бросить. Итак, Нита оказалась в семье Камилы. Через некоторое время Чарли пришлось еще заплатить штраф за 2 бездокументных людей. А потом им стали выправлять какие-то документы, и Камила, насколько мне известно, получила российское гражданство. Российским гражданином был формально и Карпендейл. Но все-таки как иностранца его подвергали какому-то усиленному налогообложению. В общем, торговлю вести стало очень невыгодно. И под давлением этих репрессий семья Карпендейл в 26-м же уже году, то есть на следующий год, приняла решение эмигрировать. Взять они с собой могли немного, то есть они уплыли с мыса Движнева на одной единственной лодке, куда погрузили всех вот людей, и какой-никакой скарб, ну, что уместилось. На этой лодке они добрались до Диомидовых островов, которые находятся ровно посередине, между Аляской и Чукоткой в Беринговом проливе. И там они стали хлопотать о том, чтобы их впустили в США. Но пускать их туда не собирались, потому что иммиграционная политика все еще оставалась очень жесткой. Почему-то, вероятно, из-за каких-то норвежских там влияний, Ниту и Камилу согласились принять в Сиэтле и поселили их в норвежском квартале. Ниту в какую-то семью, а Камилу не знаю куда, но обе они ходили в школу. Остальная семья Карпендейл впоследствии переехала в Канаду, прямо вот на границе с США, очень близко к Сиэтлу, чтобы быть ближе к девочкам. И там была дешевая земля, они купили ферму небольшую, птичью, и занялись своим хозяйством. Тем временем у Роальда Амундсена дела пошли не так уж плохо. Случилось невероятное. Он познакомился с миллионером Элсвортом, тот дал ему денег на экспедицию на аэропланах, и, как мы знаем, в 1925 году она таки состоялась. А в мае 1926 года Амундсен приземлился в том самом Номе с дирижаблем «Норвегия» после удачного перелета через Северный полюс. Об этом у меня есть ролик. Интереснейшая история. Но в том году, несмотря на то, что он был в Сиэтле, он не встречался с девочками. И только в следующем году, в 1927, во время своего лекционного турне, он разыскал их, и они встречались в Сиэтле. Девочки уже очень повзрослели, и они рады были его видеть, безусловно, и просились в Норвегию. Спрашивали, когда же они поедут назад в Норвегию. Но Роальд Амундсен им сказал, что они должны учиться в школе, а он, Роальд Амундсен, должен заниматься своей работой. И это сейчас главное, а потом мы посмотрим. Это была их последняя встреча, и в следующем 1928 году Роальд Амундсен пропал без вести. Об этом тоже есть ролик. У девочек жизнь была не такая уж простая, особенно у Ниты, потому что Камила вскоре переехала в Канаду к своей семье, а вот у Ниты не было гражданства, и ей постоянно грозила депортация. В конце концов, в возрасте примерно 20 лет она уже сама перебралась в Канаду и жила неподалеку от фермы Карпендейлов, работая то тут, то там, горничной, служанкой. И уже через несколько лет она, будучи взрослой совершенно женщиной, решила получить образование и окончила колледж, стала учительницей. Есть очень смешная фотография, где Нита с завитыми волосами, вот в этой специальной шапочке такой с кисточкой, позирует по окончании колледжа. В то же время Нита, заинтересовалась историей коренного населения Канады, индейцами. И в конце концов вышла замуж за одного из них, за Леонарда Вайланкура. И стала она как Анита и Вайланкур. У них было 3 детей. А Камилла вышла замуж за несколько лет до этого за выходца из Норвегии по фамилии, вы удивитесь, Амундсен. Это была однофамилец Роальда Амундсена. Таким образом, вот сначала Нита носила фамилию Амундсен, а потом Камилла. Все-таки ее не миновала. Нита работала учительницей в небольшом городке, и ее приглашали читать лекции
рассказывать о ее необыкновенном путешествии в Европу. И она соглашалась. Сохранилась газетная заметка с резюме этой ее лекции. Из заметки понятно, что Нита рассказывала только о хорошем. Она рассказывала о том, как в то недолгое время, когда Амундсен был с ними в Ораниенборге, он ей и Камилле готовил завтраки по утрам. Он гулял с ними в лесу и объяснял, как называются всякие травки, муравки, растения. Потом он учил их на лыжах кататься. Он же подарил им 2 собак, между прочим, 2 огромных сенбернаров, Ромео и Джульетту. Это, конечно, раскрывает личность Амундсена с какой-то новой стороны. Вероятно, если бы у него была возможность, если бы у него было достаточно денег, чтобы не надо было носиться без конца с лекционными турами, может быть, он был бы для них лучшим приемным отцом, чем получилось на самом деле. Никогда не вспоминать плохое, никогда не жаловаться и не делать из себя жертву. В этом, конечно, большое достоинство Кокониты. В 30-х годах она добилась разрешения приехать на Уэлен, собственно, на Чукотку, чтобы навестить своего отца. Как она добилась, это вообще непонятно. Это было уже очень сложно. Это вторая половина 30-х годов. Она приехала в СССР, и хотя увиделась со своим отцом, и хотя у них уже не было общего языка, все-таки как-то они смогли объясняться, как Анита хотела забрать его с собой. И он отказался. И она уехала ни с чем обратно. Нита и Камилла всю жизнь очень дружили, даже больше того. Они были родственниками. Все братья, сестры, племянники и дети Камиллы называли Ниту тетей Нитой и считали своей родней. Обе они переписывались со своими норвежскими подружками. А в 1948 году Элиза Висинг смогла приехать к ним в гости. Они повидались в Канаде. Наверное, не случайно, что Нита Вайланкур и Камилла Амундсен скончались в одном и том же 1974 году. Мы не знаем, пригодилось ли им в этой жизни знание норвежского, датского языков и как на них повлияла роскошь и чрезмерное влияние публики, как они пережили то, что Амундсен, уделявший им поначалу так много внимания, потом словно бы забыл об их существовании. Как они пережили его гибель, мы тоже не знаем, но мы точно знаем, что все эти тяжелые испытания, сложные, их не сломили. Возможно, потому что они были вместе. Совсем не такой была судьба инуитов, которых из Гренландии привезли в Нью-Йорк. Об этом будет следующий ролик. Если вы не хотите его пропустить, подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте лайк. До встречи на канале.